Друзья, приветствую вас! Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. И главной новостью уходящей недели стал уход из жизни британской королевы Елизаветы II. К сожалению, человеческая жизнь не бесконечна. Королева была уже не молода, ей все-таки было 96 лет, но всем стало невероятно грустно. Такое ощущение, что с ее уходом закончилась какая-то эпоха, история, и сейчас начнется новый этап жизни всех. И какое-то такое у всех предчувствие, что, к сожалению, этот этап будет не таким радостным, возможно, не таким спокойным, не таким стабильным, как нам бы хотелось. Королева правила целых 70 лет. Она была необыкновенно интересной женщиной, приковывала очень часто внимание всех к себе, но не скандалами, а необыкновенным юмором и умением стильно одеваться. И вообще она была оплотом стабильности. Всегда было интересно наблюдать за королевской семьей и особенно за ней. И очень-очень грустно, что мир остался без такой яркой, интересной личности. Она прожила долгую, интересную жизнь, она была счастлива в браке и буквально несколько лет назад похоронила своего супруга. И сейчас, если верить в загробную жизнь, она вновь соединится с ним. Сейчас идет чемпионат Европы по баскетболу, и словенская команда показывает очень хорошие результаты. Уже словенская команда обошла Германию, вышла в 1/8 финала, где будут играть с Бельгией. В словенской команде играет спортсмен мирового уровня. Зовут его Люка Дончич. Он постоянно сейчас проживает в Америке, но на чемпионатах Европы он играет за Словению, продолжает играть за Словению. И еще параллельная новость появилась на уходящей неделе. Люка Дончич судится со своей матерью, которая продолжает жить в Словении. Он хочет вернуть свой лейбл Люка Дончич, который зарегистрирован в Словении, и который зарегистрировала его мать, и она получает деньги за этот лейбл. Но Люку это больше не устраивает, и он хочет полностью взять контроль над своим лейблом в свои руки. Интересно, что такие знаменитые, богатые, успешные люди продолжают судиться из-за денег со своими ближайшими родственниками. Что вы думаете по этому поводу? Осуждаете вы людей в таких ситуациях или считаете, что он прав, что он имеет право взять контроль над своим именем в свои руки и получать полностью финансы за свой лейбл? Или все-таки он должен делиться с матерью, которая вложила, возможно, в него много сил, времени, средств на его обучение? Прошел очередной конкурс знаменитого кулинарного гида «Мишлен» в Словении, в Любляне. И 9 словенских ресторанов получили по одной мишленовской звезде. А самый знаменитый словенский ресторан «Хиша Франко» во главе с шеф-поваром Анной Рош подтвердили свои 2 мишленовских звезды. На самом деле у Словении самый высокий показатель именитых ресторанов. В такой маленькой стране
Целых 10 ресторанов имеют мишленовские звезды. Самый именитый ресторан Хиша Франко. Ресторан, конечно же, дорогой. Средний чек пообедать в этом ресторане составляет 300 евро. Интересно, что меню постоянно меняется, и вы не можете предугадать, что вам сегодня предложат. Эта высокая кухня приравнивается к искусству, нужно расслабиться и получать удовольствие. В Словении прошел ежегодный конкурс «Мисс Словения». В этом году конкурс проходил под девизом «Предпринимательство на селе». Конкурс проходил в маленьком городке под названием Брасловче. Победила 23-летняя красавица из Любляны Вида Милевойша. Девушек оценивали не только по красоте, но и по тому, как они умеют двигаться, насколько они музыкальны, пластичные, насколько они разбираются в культуре, в предпринимательстве, в туризме, знают историю. То есть этот конкурс был только одно название, что это конкурс красоты. На самом деле, помимо этого, девушек оценивают со всех сторон. Пожалуй, на этой позитивной ноте я закончу свои новости. Поздравляю Виду с победой. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока. Блин, как это бред. Вообще, вот это удалить, короче. Выиграли у Франции и вышли в 1/8 финала. Так что ли? В 1/8 финала, так что ли?